Здравствуйте, друзья! Сегодня я снова затрону тему домашнего видеонаблюдения, и мы с вами поговорим о бюджетной поворотной IP-камере от достаточно известного в мире интернета вещей производителя Sonov. Да-да, спектр их продукции не ограничивается только реле и выключателями, у них есть и IP-камера. О ее возможностях, а также о интеграции ее в систему Home Assistant мы сегодня и поговорим. Модель Sonov GK200MP2B, разрешение 1920 на 1080, кодек H264. Объектив с апертурой 1.2, поворот на 340 градусов по горизонтали и 120 по вертикали, двусторонняя аудиосвязь, обнаружение движений. Интерфейсы Ethernet и Wi-Fi 2,4 ГГц. Поддержка карт памяти microSD до 128 ГБ, стандартный видеопоток RTSP, диапазон рабочих температур от 0 до 55 градусов. Поставляется камера в белой картонной коробке с логотипом производителя и фотографией устройства. На задней стороне перечень параметров, про которые я уже сказал. Блок питания приходит в отдельной коробке, при заказе нужно выбрать его тип в зависимости от розетки. Я выбрал вариант под евророзетку, он имеет маркировку DE, рассчитан на сеть от 100 до 240 вольт и выдает напряжение 5 вольт ток до 1200 мА. Длина провода 1,2 метра. Посмотрим, что находится в коробке. Должен отметить, что картон очень приличный, коробка не хлипка и хорошо защищает при пересылке. В коробке с камерой кроме нее нашлась установочная площадка для крепления на потолок или стену, комплект крепежа и маленький мультиязычный буклет «Русский» присутствует. Так выглядит блок питания, разъем круглый. Я считаю, что при напряжении питания 5 вольт следовало бы делать стандартное microUSB или USB-C. Установочная площадка со стороны камеры имеет специальные защелки, на которые камера и крепится. А площадка держится на поверхности при помощи 4 саморезов, либо можно закрепить подходящим к резьбе винтом. В транспортировочном положении объектив камеры направлен вертикально вверх, фронтальная поверхность заклеена пленкой. Корпус выполнен из гладкого белого пластика. Камера состоит из двух частей, нижняя основа неподвижная и верхняя подвижный объектив. На основе сзади находятся интерфейсные разъемы. Ethernet для проводного подключения, microSD для карт памяти и круглый разъем для блока питания. На нижней части устройства продублированы его параметры. Корпус перфорирован для охлаждения, судя по форме, для вывода звука. Тут же находятся крепления для установки на подставке. Давайте приступим к подключению камеры в управляющее приложение. Для работы с камерой используется стандартное для устройств Sonov приложение Evolink. Нажимаем «Добавить устройство». Тут используется звуковой режим. Прописываем параметры своей Wi-Fi сети 2,4 ГГц и включаем погромче звук на телефоне. Так выглядит звуковое сопряжение с камерой. Через некоторое время камера применяет параметры подключения к сети, перезагружается и остается только задать ей имя. После этого камера появляется в общем списке устройств. Можно запустить ее плагин и подробно рассмотреть все ее возможности. В самом верху под названием отображается частота кадров видеопотока в окне ниже, его битрейт и режим подключения. Форвардинг при работе камеры по Wi-Fi, LAN по кабелю и P2P при удаленном подключении. Под окном видео находятся кнопки включения звука, выбора качества и просмотра на весь экран. Нижнюю часть камеры занимает панель управления поворотной головой. Возможности поворотной головы камеры. Справа вверху находится меню настроек, тут можно увидеть имя устройства и версию прошивки. Переворот изображения, только один вариант на 180 градусов. Опция, включающая датчик движения и настраивающая его чувствительность. В меню расширенных установок есть опции настройки уровня громкости динамика и микрофона камеры. Тут же есть очень нужное меню RTSP. Здесь виден IP-адрес устройства, который можно выставить и вручную. Можно отредактировать логин и пароль для RTSP и сгенерировать строку адреса для подключения.
Ниже находится меню настройки чувствительности микрофона, настройки временной зоны для корректного времени в кадре и опции для форматирования SD-карты и перезагрузки камеры. Камера может работать и в беспроводном, и в проводном режиме. При подключении кабеля переключение на него автоматически. При установке IP в ручном режиме он будет один и тот же для обоих типов подключения. При включении датчика движения камера начинает реагировать на движение в кадре и слать уведомления через приложение Evolink. Кстати, я не нашел, где их можно отключить. И писать тревожные ролики на карту памяти. Они видны в меню Local Videos. При включении опции Local Records камера начинает записывать все подряд роликами длиной по 10 минут, которые также будут видны в Local Videos. Ролики, записанные по движению, имеют длину в районе 40 секунд, плюс-минус 3 секунды. А вот если активировать обе опции, то будет каша. Тревожные ролики будут прерывать запись длинных видео. То есть, если движения не было, то будет 10-минутное видео, а если было, то тревожный ролик. Делать снапшоты и записывать видео можно из главного меню, тогда они будут сохраняться на телефон. В меню альбома у меня видны почему-то только видеоролики, а снапшоты есть в родной галерее телефона. В ночном режиме камера включает два инфракрасных светодиода, они не яркие и особенно не бросаются в глаза, хотя, конечно, видны. Параметры сохраненного на карте памяти видео. В Home Assistant для всех камер, которые умеют отдавать RTSP поток, лучше всего использовать интеграцию FFmpeg. Это, кстати, касается рассмотренных мною ранее камер Reolink. В этой интеграции нет проблем с съемкой фото, как бывает в интеграции Generic. Указываем имя камеры и адрес RTSP потока. Для съемки фотографий используется сервис Camera Snapshot. В нем нужно указать имя камеры и путь сохранения файла. Для отправки, например, в Telegram, после задержки в несколько секунд, необходимой для записи файла, используется сервис Notify, отправляющий сохраненную ранее фотографию. Аналогично работает сервис съемки видео Camera Record. Тут, кроме имени камеры и файла, нужно указать длительность съемки 10 секунд на примере. Задержку нужно указать побольше, чтобы она охватила и время съемки, и время записи. Отправлять можно тем же сервисом Notify, но только с опцией видео. Так выглядит карта Picture Entity с выводом изображения с этой камеры. Изображение плавное, но с некоторым таймлагом, отставанием от того, что происходит в онлайне, но это присуще всем протестированным мною камерам. Если кликнуть на эту карту, то видеопоток раскрывается в своем реальном разрешении. А вот так выглядит результат выполнения скриптом по съемке фото и видео в окне Telegram мессенджера. Подводя итог, можно сказать, что за свою стоимость, а на момент создания этого видео, камера в официальном магазине Sonov на AliExpress стоила чуть меньше $29. Это отличный бюджетный вариант для домашнего видеонаблюдения. Причем камера работает параллельно как в родном приложении Evolink, так и через поток RTSP в Home Assistant. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!